Господи, благослови. Слово к суду державного Зосимы пред лицем народа. На днях повезут нас на суд Ленинского района, где будут продлевать заключение под стражей в тюремных условиях. Хочу обратить ваше внимание, что даже наименование суда с нечестивым именем Ленина, масона, убийцы, гея, революционера, иудея и богоборца. Вот уже в третий раз желают нам продлить срок тюремный, но чтобы такую самую строгую меру избрать, необходимо доказательство нашей вины. Но их нет. Также необходимо, чтобы следователь предоставлял суду факты работы по обвиняемым в период нашего нахождения в СИЗО номер 1, то есть в тюрьме. Напомню, что нам предъявлено обвинение в терроризме, в создании якобы некоммерческой организации, и в том, что я, Зосима, мол, являюсь иностранным агентом для Украины. Вопрос: так какие же факты уже в третий раз предоставляют суду следователь Бондарь, ДД, из Суска, города Ульяновска? Никаких. За 4 месяца меня вывезли всего на одну лингвистическую экспертизу и 1 раз в больницу, чтобы понять, здоров ли я на голову, то есть дурак или нет. По поводу больницы, ее проходят все заключенные, поэтому в счет ее брать к фактам работы мы не будем. Итак, что мы имеем? Всего лишь одну экспертизу лингвистов, и то не знаем, что они там написали. Но разве может быть доказательством, когда мирской человек разбирает церковные слова? Напомню тем, кто не знает, что нас 3 архиереев посадили, и 1 монахиню из-за больной матери содержат под домашним арестом. Это игуменья Сафрония. Запробуйте Евангелие против иудеев за обличение властей еретиков, которые узаконили богохульство в Конституции. За это нас посадили, но обвинения придумали на ходу. Ведь чтобы посадить человека, им необходимо, чтобы в Уголовном кодексе подыскать под нас какую-нибудь статью для суда. Вот и нашли. Создание некоммерческой организации, терроризм, иностранный агент, ну и то, что я выражался грубо президенту РФ и настраивал людей, якобы, то есть вас, погубить его. Все это перечисленное мною вменяют нам в обвинение. Итак, что мы имеем? Одного лингвиста, который разбирает мою обличительную проповедь. Там есть такие слова, где я опечалился, что в Дивеевском монастыре поставили железные статуи царственных великомучеников и надели на их святые головы католические короны. За это я их обличал и сказал: «Приду к вам с мечом и выгоню из святого места всех богохульников и еретиков». Дальше я повторяю это слово «меч», но говорю слово духовным мечом. Но это же слово Божие. Да, Бог даст, я приду с правдой Христовой и обличу их в ереси. Тут можно понять по-разному. Прийти с мечом мирским для казни или с мечом Словом Божьим. Поэтому, чтобы не было переворачиваний церковных слов на мирское понимание, мы с правозащитником имели полное право задавать вопросы эксперту. Такое право позволяет и Уголовный кодекс, и их Конституция. Но следователь Бондарь, ДД, отклонил все наши вопросы. Нас лишили всякого права защищать себя, причем нарушая собственные законы. Следователь понимает, что если наши вопросы пропустят, то есть принять, то дело развалится мгновенно. Поэтому он сам приступает к закону и отклоняет. Я ему задаю вопрос: «Вы же совершаете преступление?» Но смеется и отвечает: «Пишите жалобы». Где же здесь справедливость суда и следствия, о котором вы так часто любите лукаво повторять по телевидению? Но судья не обращает на это внимания и дальше продлевает срок. Сейчас, когда пришло время еще раз продлить меру заключения под стражей, назначили еще одну экспертизу, религиоведческую, которую с месяц будем ждать. Это не делают для якобы основания еще раз продлить тюремные узы нам.
но то, что вновь не желают принять наши вопросы эксперту. Нарушая при этом закон, они бессовестно молчат. При этом имеются вопиющие нарушения, которые доводят до смеха. Сей эксперт для православия является, оказывается, исламоведом. Такой человек по всем законам церкви не может быть экспертом для православия. Причем этого человека, в кавычках ученого, только сейчас назначают, в кавычках же, экспертом. То есть это не эксперт. Его 2 дня назад назначил. Назвал, так сказать, экспертом этот, приступающий собственные законы, Бондарь, ДД, следователь. И, конечно же, повторюсь, вновь желают отклонить все наши вопросы. Мы будем писать отказ от таких глумливых экспертиз. Но, думаю, и это отклонят. Они думают, сделают нам хуже такими поступками, но делают лучше. Ибо сколько времени я вам говорил о том, что это лукавые служители преисподней. Одни осознанно, а другие нет. Но мало кто мне верил. А теперь такими деяниями они лишь доказывают мои слова. Ибо уже много тысяч людей знают, за что именно нас посадили и мучают. За Слово Божие, за православие. К нашим братьям и сестрам приезжают полицаи с обысками и ничего найти не могут. Ибо денег у нас нет. Наше богатство – Христос. И никакими противозаконными действиями мы не занимаемся. Поэтому кто-то из них даже гитару украл. Какой позор! А про то, что обозвали меня иноагентом Украины, то про эту глупость совсем молчат уже 4 месяца. Наши защитники обсмеяли этого Бондаря в зале суда, и он признался, что много у него личных мнений, которые не подтверждаются фактами. Вот и задаем мы вопрос судьям. Разве можно продлевать срок под стражей на одних предположениях? Нет, по закону нельзя. Но беззаконие в действии. Посему обращаюсь к народу, говорю слово к суду пред людьми, чтобы не было, как обычно творят беззаконие, а никто не слышит. Пусть все знают, как вы, следователь, сговорившись с судьями, лишаете права на защиту нас. Почему? Боитесь, что люди правду узнают? Что одни богохульники иудеи, а другие их служители? Мы много знаем из истории, как заканчивается жизнь у духовных преступников. Кто-то говорит, что они просто работу свою выполняют. Работу? Зарабатываете деньги за то, что людей мучаете? Семью кормите? А кусок в горле не станет? За то, что православных гоните? Когда мы обличали вас в хуле на Бога, вы придумали обвинение, чтобы рот нам заткнуть. Чем же это доказывается? Именно тем, что вы лишаете нас возможности защищаться, закона задавать вопросы экспертам и так далее. Это победа над вами. Разве не понимаете? Зато мы понимаем, что Словом Божьим загнали вас в угол, обличили пред всем народом, и вам только и остается, имея власть, держать нас в тюрьме. Да отводы делать нашим вопросам обоюдоострым. Потому что если вы ответите на наши вопросы, то выйдет, что вы служители сатаны, причем законно, и бичуете народ проклятием. То, что вы лукавы и многое другое, вам придется вспомнить, отвечая на вопросы, что вы служители тех иудеев, которые захватили власть на Руси, простые убийцы Божьих помазанников. А эти иудеи ненавидят славян и всю нашу родину. Вы поймете, что служить иудеям – это значит быть предателем отчизны, таких, как вы раньше казнили и ссылали, а теперь вы сажаете и убиваете верующих. А если не вы, то отцы ваши, либо те, кому вы верно служите. Все это пишут именно святые наши отцы и учители церкви про иудеев. А особенно наше Святое Евангелие. Выходит, если сам Бог сказал, что иудеи, синагога – это сатанинское сборище, а убийцы от начала – это дьявол, то получается, что верные служители всему бесовскому сборищу есть предатели своей родины, своей отчизны. Так выходит,
Если русские христиане служат властям из синагоги, могут ли они быть верными Богу? Разве такие люди относятся к Святой Руси? Если нет, то кто вы? Будучи русскими, верно служите синагоге и богохульным законам. Кто вы? Сейчас, друзья мои, любящие Бога, я это адресовал тем, кто понимает, кому служит осознанно. Остальные многие служители иудейской эрефии находятся в безвыходном положении. Или те, кто не знают сути происходящего. Не всем от Бога одинаковые наказания будут. Пока вы отклоняете наши вопросы, нарушая свои же законы, это доказывает, что мы на правильном пути. А если принимали бы, то это означало бы, что я где-то ошибся. Пока вы бежите от правды, мы это народу открываем. Вот, братья и сестры, вкратце и как мог, в спешке написал вам. Любите Бога, Святую Троицу, и гнушайтесь сборищ сатанинских. Они лукавые и хитрые, всегда пытаются показаться пред людьми добрыми, но на самом деле страшные и лютые волки. Сам Христос назвал их лицемерами. Спасайтесь, друзья, и распространяйте сие слово. Державный Зосима.